Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с дневником немецкого офицера 31-й пехотной дивизии Вермахта. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Но мы начинаем. 23 июля 1943 года. В 8:35 смена 2-го батальона 38-го пехотного полка 31-м разведывательным отрядом окончена. Передислокация снова прошла успешно. Новые очертания границы дивизии заняты. Отход на участок А относится только к левому соседу. Время отхода на участок Б еще не указано. На позициях противника никаких изменений не установлено. Очень интенсивный артиллерийский и минометный огонь противника. 102-ю пехотную дивизию и 1-ю танковую дивизию, которые находятся справа, снова атаковал противник. Успехи атаки были ликвидированы контратакой. На строительстве позиций на участке С на северном берегу Ракитня работают части службы снабжения, 1-й восточной роты и гражданское население. При этом в работах добровольное участие приняли все сотрудники управления тыла и снабжения. Работы быстрее продвинулись вперед. Сплошная траншея сегодня была закончена. Это заняло 3 рабочих дня. 24 июля 1943 года. В 2 часа ночи была атака противника с силой от 30 до 40 человек. Была атакована высота 247.7. Атака отражена 1-м батальоном 12-го пехотного полка. Захвачен 1 русский. Одиночное движение и оживленный беспокоящий артиллерийский и минометный огонь в утренние часы. В 13:00 прибыл приказ командования корпуса номер 13 о создании 3-й линии в качестве обеспечивающей позиции для линии С. Эти позиции не на участке дивизии. Тыловые границы дивизии изменились. В 15:20 штаб корпуса информировал, что по приказу командования армии между позициями Б и С должна быть занята еще промежуточная позиция с общим направлением по течению Тросна. Командование дивизии считает это невозможным. Все работоспособные силы использованы на позиции Ракитня. Из-за ограниченности времени невозможно это сделать. Части не найдут впереди ни одной готовой позиции и будут нести большие потери от огня противника. В 15:45 командир дивизии донес об этом у штабу корпуса и заявил, что командование дивизии считает это мероприятие безответственным. В 16:35 прибыл приказ об отходе на участок Б в ночь с 24 на 25 июля. В 16:50 этот приказ был передан всем частям дивизии. В 17:00 приказ командования дивизии о занятии оборонительных позиций С. В 18:09 приказ. Огневой налет из всех видов пехотного оружия и всей артиллерии. Перед участком 17-го пехотного полка в 19:30. Перед участком 12-го пехотного полка в 19:40. В 20:00 командование дивизии занимает новый командный пункт у Невы. В 20:10 штаб корпуса уведомил, что армия воздерживается от занятия промежуточных позиций. Дивизия должна занять позиции на линии Нева-Караськова. 6-я пехотная дивизия отойдет на линию Озерно-С1. Эта позиция лежит на возвышенном скате с очень плохим полем обстрела. Действующий там полк имеет в своем тылу реку без мостов и заболоченные берега. Эти действия противоречат всем тактическим установкам. В 22:30 командир дивизии донес штабу корпуса, что этот приказ невыполним, что может быть занята только выдвинутая вперед позиция в Караськово. Штаб корпуса дал свое согласие. В 22:40 командир дивизии уведомил командира 6-й пехотной дивизии, что 31-й саперный батальон займет выдвинутую вперед позицию в Караськово, дабы установить связь с 6-й пехотной дивизией. Командир 6-й пехотной дивизии обещал обеспечить стык. Командир 31-го саперного батальона в 22:50 получил от командира дивизии предварительный приказ не занимать оборонительные позиции на участке С, а собрать свой батальон без 2-й роты в Караськово и обеспечить там выдвинутую вперед позицию на запад и на юг. Многочисленные распоряжения в последнее время сделали невозможным для командования дивизии давать новые распоряжения. Эти части еще больше загружаются. У правого и левого соседа день прошел спокойно. У 102-й пехотной дивизии противник продолжал интенсивные атаки. Ему удалось прорваться. Участки прорыва были ликвидированы. Наблюдением установлено введение новых подкреплений противником, вероятно, продолжение атак. Учитывая общее положение, командование дивизии считает вероятное сильное давление на фронт дивизии.
В 22:40 пехотные полки донесли, что отход начался без препятствий со стороны противника. 25 июля 1943 года. В час ночи прибыл приказ командования корпуса об отходе с участков обороны на участке Б на промежуточные позиции участка С1. В 3 часа ночи была занята новая позиция. Во время отхода не было никаких потерь в личном составе и в материалах. В 4:30 утра установлено наличие противника у высот 247.7, 257.3 и 228.6. Речь идет о пехоте, артиллерии, а также отдельных танках, которые вошли в Воронец. В 8:30 части получили по телефону приказ в 14:00 передислоцировать обозы, согласно приказу, предусматривающее занятие оборонительных позиций. В 9:00 было издано дополнение к приказу командования дивизии о занятии оборонительных позиций С. Он содержал детальные указания по использованию саперного батальона на выдвинутой вперед позиции в Караськово. Штаб корпуса в 9:20 информировал, что противник начал ожидающееся большое наступление против 102-й пехотной дивизии. Наступление захватывает и правый фланг 253-й пехотной дивизии. Противник пытается прорваться на север и соединиться с частями, наступающими с северо-востока, и этим сомкнуть кольцо вокруг немецких дивизий, расположенных в Орловской дуге. В 11:00 все передовые части в результате сильного давления противника отошли. В 14:35 штаб корпуса отдал приказ на дальнейший отход с позиции Б на позицию С. Одновременно штаб корпуса распорядился по поводу 3-й тяжелой зенитной роты 31-го дивизиона противотанковой обороны. В качестве корпусного резерва она должна отправиться в Крупышино. В 14:40 телефонограмма всем. Оборонительные позиции С занять в ночь с 25 на 26 июля. В 14:50 приказ 31-му дивизиону противотанковой обороны на отправку тяжелой зенитной роты. Днем противник предпринял 3 атаки против правого фланга 17-го пехотного полка. Все атаки были отражены. Понеся большие потери, противник отошел назад. В 18:35 командование дивизии получило приказ передать 3-ю роту 31-го дивизиона противотанковой обороны 258-й пехотной дивизии. В 21:30 начался отход. Связь с полками поддерживается по радио. Главные силы и арьергарды планомерно отошли без происшествий со стороны противника. Шел сильный дождь, так что движение было сильно затруднено. От людей и животных требовалось исключительное напряжение. В 22:30 смена командного пункта, переезд в Добринский остров. Противник на протяжении всего дня выдвигает вперед пехоту, артиллерию и одиночные танки. Противник достиг следующей линии. Северная пушка леса Морозиха, отметка 248, школа Воронец, северная окраина Лебедихи. Минометный и артиллерийский беспокоящий огонь противника на протяжении всего дня был интенсивен. Вероятное дальнейшее сильное давление. Атаки на 102-ю пехотную дивизию привели к прорыву, который был ликвидирован. 258-я пехотная дивизия отразила первые атаки на правый фланг. В 18:00 она снова была внезапно атакована. Противник прорвался и занял деревню Саковенко. Введением в бой последних сил дивизии прорыв здесь был локализован. У левого соседа день прошел спокойно. В беседе между командующим корпуса и командиром дивизии последний снова заявил, что части сильно пострадали в прошедшие недели и нуждаются в срочном отдыхе. При этом он указал, что продолжающиеся изменения отдельных приказов являются ненужной нагрузкой, и у частей при этом создается впечатление, что высшее командование чувствует себя неуверенно. 26 июля 1943 года. Несмотря на трудности, занятие позиции было проведено планомерно и окончено к 5 утра. Части нашли здесь сплошную траншею. Противник еще не следовал за нашими отходящими частями. Однако его передовые части в 8:45 были наблюдением отмечены у высоты 248.2. При отходе были вынуждены оставить и уничтожить одну автомашину, 4 танка Т-34 31-го дивизиона противотанковой обороны. В 9:00 из штаба корпуса был получен устный предварительный приказ о том, что дивизия должна сегодня в ночь с 26 на 27 июля отдать первый батальон с левого фланга 6-й пехотной дивизии, чтобы в ночь с 27 на 28 июля перенять батальонный участок 258-й пехотной дивизии.
Телефонограмма прибыла из штаба корпуса в час дня. В 9:30 командир дивизии выяснил у командующего корпуса еще некоторые вопросы смены и донес, что строительство позиций у правого соседа еще недостаточно продвинулись вперед, и принимающие этот участок части поставлены в тяжелые условия. Командир дивизии рассчитывает вывести 82-й пехотный полк с левого фланга и ввести его справа. 12-й пехотный полк должен вытянуться на восток, дабы достигнуть стыка на восточной границе дивизии. Около 12:00 оживилось движение противника в районе высоты 247.2. Противник продвинулся к монастырщине Жезлова. Командир дивизии после повторного разговора с командующим корпуса приказал оттянуть в час дня передовые посты. В 1:30 противник выдвинулся вперед. В 17:00 телефонный звонок из штаба корпуса. Выдвинутая вперед позиция у Караськова должна быть удержана 31-м саперным батальоном. Позиция С1 у 6-й пехотной дивизии остается пока неизменной. Движение противника перед центром участка дивизии в течение второй половины дня значительно увеличилось. На основании радиоперехвата и скопления сил противника в районе Ивановский-Дячья командование дивизии считает вероятным наступление на Зиновьево. Донесение в штаб корпуса было отправлено в 19:00. Оба соседа провели отход планомерно без давления противника. Атак на протяжении дня не было. Для борьбы против скопления противника на его исходных позициях командование дивизии в 21:15 приказало 12-му, 17-му и 82-му пехотным полкам 27 июля в 21:45 провести совместный огневой налет из всех видов оружия и всей артиллерии. На этом сегодня все. Конец 5-й части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.